Всем привет! В этом видеоролике я расскажу про то, как использовать бесплатный аддон для Blender G-Scatter. Этот аддон позволяет создавать и редактировать системы частиц на основе геометрических нот. Я уже записывал подобное видео на канале, но этот аддон уже претерпел немало изменений, обновлений и стал еще более мощным инструментом. В нем появилось много новых функций, поэтому в этом видео я хочу их рассмотреть. И также показать, как можно использовать ассеты, которые уже идут предустановленные с аддоном, а также рассеивать любые ваши объекты в сцене, будь то растения, камни, деревья, и добиваться реалистичных и разнообразных эффектов. Итак, поехали. Это сцена, которую я создавал в Blender. Но я хочу создать новую сцену, чтобы показать все принципы с нуля. Итак, для начала я просто добавлю плоскость. Она будет служить мне источником, с которого будет происходить рассеивание частиц. Я смасштабирую ее и обязательно применю Rotation and Scale, нажав сочетание клавиш Ctrl-A. Сразу говорю, я не буду озвучивать все абсолютно клавиши, потому что этот видеоролик не рассчитан на абсолютных новичков. Чтобы использовать данный плагин и вообще уже довольно уверенно использовать Blender, нужно иметь хоть какие-то представления о данной программе. Но если вы даже новичок и вам интересна эта тема, то вы тоже можете что-то почерпнуть себе из этого ролика. Итак, я создал плоскость и применил к ней масштаб. Нажимаю клавишу N и открываю в этом меню G-Scatter. Понятно, что по умолчанию в Blender этот плагин стоять не будет, поэтому я его активирую, предварительно скачав с сайта и установив через кнопку Install. Ссылку на данный плагин я оставлю в описании к видео, где вы его сможете скачать и установить уже. Я убеждаюсь, что он у меня активирован. Я работаю в версии 2.2.8. Итак, первая настройка. Мы видим, что у нас здесь есть информация, что нового, помощь и поддержка, сообщество. Но нас это не интересует, поэтому я это меню просто сворачиваю. G-Scatter. Первая настройка эмиттер, то есть источник, с которого будут расти частицы. Можно взять вот эту пипетку, навести на нужный нам объект, в моем случае это плоскость, нажать, и видим, что появляются дополнительные настройки. Напомню, здесь как можно рассеивать те объекты, которые у вас уже есть в сцене, так можно и добавлять те, что есть в самой библиотеке. Давайте добавим что-то из библиотеки. Я нажимаю на вот эту кнопку, и у меня открывается библиотека G-Scatter. Видим, что здесь растений немного, но тем не менее они достаточно реалистичные и очень хорошо работают. Допустим, выберем вот этот тип травы, я нажимаю на него, и здесь вижу дополнительные настройки. Уровень детализации, и здесь стоит 0, я выставлю двойку. Дальше идут две кнопки: добавить сцену и Scatter Select, то есть рассеять уже по выделенной плоскости. Можно добавить просто как одно растение в сцену, так и рассеять. Я сразу выберу Scatter Select и нажимаю ОК. Видим, что трава рассеялась, но пока она очень-очень маленькая. Я перейду в настройки. Видим, что у нас каждая система частиц, она будет добавляться наподобие слоев в Photoshop. То есть первый слой, второй, третий. Я перехожу в настройки и в Scale, то есть масштаб, увеличиваю размер данной травы. Теперь я вижу, что у меня вся трава растет вниз. С чем это может быть связано? Скорее всего, просто нормаль вывернута не в ту сторону. Я перехожу в режим редактирования и переворачиваю нормаль. Ctrl-Shift-N, и трава начинает расти в правильном направлении. Все это мы поправили.
Итак, допустим, я выставляю масштаб 5.3. Видим, что у нас появились уже эти травинки. Что мы можем дальше сделать с этими настройками? Перехожу в Distribution. Здесь самая главная настройка — это Density, то есть плотность. Я могу увеличить плотность, допустим, поставив цифру 100. Видим, что у нас уже вся плоскость буквально заросла травой. Следующее, что я могу сделать, это процент, который будет отображаться в дисплее. Сейчас стоит 100. Я могу, например, уменьшить до 20. В чем разница между Density и Viewport Display? То есть в дисплее я могу отображать только 20% от всей массы, а уже на рендере будет видно полностью всю траву, которую мы здесь указали в вкладке Density. Я верну на 100. Следующее, что мы можем настроить, это Distance. То есть я могу выставить минимальную дистанцию, на которой будет расти травинка от травинки. Допустим, сейчас у меня стоит 0 метров, и я поставлю 14 сантиметров. То есть каждая травинка, она 14 сантиметров друг от друга начинает расти. Для чего это нужно? В большинстве случаев это применяется тогда, когда вам очень важно избежать пересечений. То есть чтобы объекты не пересекали друг друга. В таком случае вот это меню просто неоценимо. Seed — это вариативность. То есть просто, если вам не нравится какой-то результат, вы можете другие случайные результаты подбирать, изменяя эту настройку. Я выставлю Distance обратно на 0. И идем дальше. Scale я уже показывал, как применяется эта настройка. Она отвечает за масштаб нашей травы. Также можно масштабировать по отдельным осям X, Y, Z. Ну, в случае травы это только ухудшит результат. Также вижу, что здесь есть настройка Randomize. То есть, если я ее отключу, вся трава станет абсолютно одинакового масштаба, то есть ровной. Включаю Randomize, и каждая травинка уже имеет случайный масштаб. Следующий пункт — Rotation. То есть он помогает вращать траву вокруг своей оси на 360 градусов. То есть это помогает, допустим, до каких-то более таких результатов достичь, которые более бы фотореалистично выглядели. Здесь стоит еще настройка Align to Normal. Для чего эта настройка? Сейчас я покажу. Допустим, я выделил мою плоскость, перешел в режим редактирования, и я вот хочу... Так, я не плоскость выделил. Я сейчас выделяю... Вот, я выделил плоскость. Перешел я в режим редактирования, выделил ребро и проэкструдировал вверх. Уменьшим плотность, чтобы было виднее результат. Допустим, поставлю 40. И вижу, что теперь моя трава растет, ориентируясь по нормалям этой плоскости. То есть на стенке трава смотрит вбок. Но в некоторых случаях, допустим, мне этот эффект не нужен. Наоборот, нужно, чтобы вся трава росла вверх, смотря вверх. В этом случае в пункте Rotation я просто вот это Align to Normal выключаю, удаляю. То есть я ставлю выделение на этот эффект и нажимаю удалить. И теперь видим, что вся трава начала расти вверх. Я верну обратно необходимый мне эффект, добавлю его просто через Add Effect Layer и здесь Align to Normal. Geometry. В этой вкладке, в принципе, особо вы ничего нового не найдете. Здесь просто мы можем выбрать, что мы
рассеиваем коллекцию. Это если у вас несколько объектов объединены в одну коллекцию. Или только один объект, Instance Object. Сейчас я уберу данное ребро. И теперь одна из важнейших вкладок — это оптимизация, которая поможет сэкономить ресурсы вашего компьютера. Я открываю эту вкладку. И здесь есть такая настройка, которая называется камера кулинг. То есть обрезать по камере. Давайте я добавлю камеру в сцену. Shift-A. Камера. И с помощью Ctrl-Alt-0 я выставлю камеру по виду. В данном случае сейчас трава засеивает абсолютно всю поверхность этой плоскости. Но, допустим, я хочу сказать, чтобы трава росла только в зоне видимости этой камеры. Как это я могу сделать? Отмечаю пункт камера кулинг. И здесь я могу либо выбрать камеру из списка объектов, которые есть в сцене, либо нажать галочку Use Active Camera, то есть использовать активную камеру. И видим, что у нас сразу же трава подстроилась под видимость из камеры. То есть ровно то, что видит камера, так и растет трава. Здесь мы можем выставлять ширину и высоту нашего рендера, также размер сенсора, фокусные расстояния. Но я в основном использую вот эту настройку буфер. Что она помогает сделать? То есть она... Я сейчас лучше покажу. Я увеличиваю буфер, то есть мы видим, что теперь зона просто травы, она даже шире, чем зона видимости камеры. Лучше так делать, чтобы избежать каких-то пустот, которые могут возникнуть. Чтобы все выглядело реалистично максимально. Следующее, что мы можем добавить из эффектов, это эффект ветра. Добавлю его через пункт Rotation, Add Effect. И здесь мы уже добавляли Align to Normal. Но есть еще один эффект Wind. Добавляю его. Сейчас перейду в Scale, увеличу траву. Плотность травы я сделаю поменьше. И, возможно, перейду на режим отображения материалов, чтобы более наглядно был этот результат. Вот мы видим как раз материалы нашей травы. И теперь обратно в Rotation. Смотрим, как работает вот эта настройка Wind. Здесь мы можем настраивать скорость ветра, силу, детализацию и масштаб. Насчет детализации, это скорее больше насколько трава будет, вот это самоудергание ее, наклон от ветра, насколько это будет такой шумный. То есть на более высоких значениях трава будет часто колебаться, а на более низких она будет более плавно, как бы сказать, перетекать с одного состояния в другое. Сейчас я покажу, как работает этот эффект. Я просто воспроизвожу анимацию. И видим, что трава начинает колебаться, как на ветру. Сейчас я увеличиваю скорость ветра, его силу. И вот сейчас я увеличиваю детализацию, и вот вы как раз видите, что трава начинает колыхаться очень быстро. Чем я меньше ставлю это значение, тем более плавно происходит колебание травы. Scale, ну, он как примерно такой же эффект дает. Я не сильно понимаю, для чего он здесь. Ну, эта настройка есть, можете экспериментировать, пользоваться ею. Возможно, в каких-то случаях вам поможет то, что эти как бы настройки дублируют друг друга.
Следующее, что я хотел еще показать, что есть в этом плагине. Я остановлю анимацию. Перейду в Distribution. И здесь в списке эффектов можно увидеть, что есть много разных карт, маск. Например, я могу настроить, чтобы вот используя вот это image, настроить, чтобы только по текстуре по какой-то черно-белой текстуре росла у меня трава. То есть там, где черный цвет, трава не будет расти, там, где белый, трава будет расти. То же самое можно использовать уже встроенные в Blender карты, например, Brick Texture. Он создает именно эффект, что где у нас белый кирпичик, там у нас трава растет максимально, где черный, она растет по минимуму. Ну, честно говоря, не сильно это очевидно. Как бы видно, что здесь появились пустоты, но я данную настройку не использую фактически. Есть также настройка Weight Mask. Я ее выделяю. В данном случае расти будет только там, где мы назначили веса для плоскости. Поскольку у нас сейчас только тут 4 вершины, я перейду в режим редактирования и данную плоскость подразделю с помощью операции Subdivide. Подразделю до такой плотности. И теперь Weight Map, тут видим кисточка, я нажимаю на нее и могу, например, рисовать веса. И сразу видим, что в этой части, где я назначил веса, максимально начинает расти трава. Везде, где синий цвет, травы вообще нету. Где зеленый, трава только начинает расти. Где красный, она максимально плотная растет. Закончив рисование, я могу опять нажать на кисточку и вернусь в объектный режим. Это полезно, если вы хотите именно нарисовать какие-то эффекты на вашей плоскости, где будет расти трава, а где она не будет расти. Я убираю этот эффект. Показываю следующее, Translate. Это в основном нужно, если вы рассеиваете какие-то объекты и, допустим, вы хотите, чтобы отображались только, допустим, только кончики объектов, то есть не весь объект рос, да, вам нужно его опустить. В этом случае вы можете, например, по оси Z пускать до такого уровня. Ну, с травой это, конечно, не очень хорошо выглядит. Ну, допустим, какой-то другой объект вы рассеиваете, и вам нужно его опустить или поднять, то вот это как раз настройка Translate вам поможет. Randomized Translation, это как раз она делает вариации перемещений. Все остальное это в основном идут настройки различных текстур. Текстура кирпича, градиент текстура. То есть по ним будет расти трава. Градиент, например, если мы выставляем, то черный это вот эта часть плоскости. Здесь мы видим, что максимально травы нету. Сейчас увеличу плотность, чтобы это было наглядней. Можем инвертировать это значение, просто перетащив так эти ползунки. И теперь видим, что у нас начинает максимально расти трава вдали, а сблизи, наоборот, травы поменьше. Это, я считаю, хороший эффект. Он помогает более тонко настраивать сцену. И во многих случаях действительно очень рабочая схема. Но я его сейчас удаляю и покажу также во вкладке Scale. В эффектах мы можем найти все те же текстуры. Та же текстура Image, Brick, Noise Texture. Можем выставить Height, то есть высота.
принципе, в основном здесь дублируются настройки из Distribution, только в этом случае они отвечают не за то, где будет расти трава, а отвечают за ее масштаб. Попробуем сейчас еще рассеять какой-то объект, который мы сами добавим в сцену. Допустим, я добавлю куб. Сейчас я уменьшу плотность травы, чтобы не так тормозил у меня ViewPort. Добавлю, допустим, через это меню куб. И теперь я его хочу рассеять по этой плоскости. Я выделяю куб и нажимаю эту кнопку Scatter Select. В основном основные настройки продублируются уже с прошлого слоя, который идет первым. Но производя последующие настройки в этом слое, например, изменяя его плотность, мы будем влиять только на этот слой. То есть уже предыдущий слой мы не будем задействовать. Поэтому не стоит переживать, что они как-то там взаимосвязаны друг с другом. И вот здесь как раз можем увидеть, что в данном случае у нас рассеиваются кубы от центра объекта. И вот если я хочу поднять куб, то можно в вкладке Distribution добавить эффект как раз Translate. И по оси Z поднять куб, чтобы он ровно стал. То есть в этом как раз случае вот этот эффект может пригодиться. Данный плагин можно использовать для чего угодно. Рассеивать камни, траву, деревья. Вообще любые объекты в сцене, которые вы хотите нанести на вашей поверхности. Пока работать можно только с одной плоскостью. То есть если я создам какую-то другую плоскость в сцене и захочу на нее рассеять объекты, то это уже у меня не получится, потому что тут только одна плоскость возможна для рассеивания. Если я хочу еще на эту рассеять, то мне просто надо выделять эти две плоскости, объединять их через операцию Ctrl-J, и в таком случае будет уже рассеиваться и на той, и на другой плоскости. Сама эта вся система полностью основана на геометрических нодах. Например, если я сейчас перейду в вкладку геометрических нодов, я выделяю объекты и вижу, что у меня тут идут связки нодов. Я открываю с помощью Tab и вижу, что здесь у меня большие связки нодов с множеством настроек. То есть в чем преимущество данного плагина, что в противном бы случае нам бы все это пришлось самим собирать руками, всю эту связку нодов. А данная настройка очень экономит время, данный плагин, и помогает добиться очень крутых реалистичных эффектов. В целом я все рассказал по этому плагину. Если у вас возникают вопросы, пишите их в комментариях. Если буду знать ответы, буду стараться отвечать на них. И всем пока!